Друзья, всем большой привет! Мы выходим в эфир с центрального вокзала Милана. И сегодня мы снова в дороге. Нас впереди ждут невероятные виды, яркие впечатления. Поехали вместе с нами в Швейцарию. Можно было услышать, что следующая остановка Ясса. Это первая остановка Швейцарии. Это сделано очень красиво. Когда ты выезжаешь из тоннеля, ты видишь новую страну. Вот мы в Швейцарии. Остановка называется Парадиза. Вот примерно так выглядит рай. Там очень красиво расходятся горы, и видно солнце, пробивается свет. Мы прибыли в город Лугано, небольшой город, всего в часе езды от Милана. Не так много людей живет, всего около 60 тысяч, если не ошибаюсь. Но есть интересные вещи. Во-первых, архитектура и природа. Ребят, ну посмотрите, какая-то невероятная красота, завораживает дух. Мне кажется, что мои слова просто недостойны такой красоты. Ну и всякие интересные исторические факты тоже есть. Например, именно здесь, в этом городе, впервые провели конкурс Евровидения. Ребята, снег. Вы в Италии не видели снег уже 3 года. Лугано очень уютный город. Здесь здорово сочетается такой итальянский колорит, узкие улочки, теплые оттенки и вполне себе немецкая аккуратность. Город ухоженный и очень опрятный. Ребята, смотрите, мы приближаемся к какому магазину? Солинария. Ну, по-русски как это будет? Колбасная, спасибо большое. Приехали в воскресенье, все пока что закрыто, 3 часа дня. Можем полюбоваться на такие красивые витрины. И через пару минут мы выходим на центральную площадь. Напротив нас, например, сейчас здание муниципалитета. Настоящая причина того, почему мы приехали в Швейцарию, это швейцарский Макдональдс, который выпустил вслед за другими европейскими странами вот такие коллекционные наборы взрослых хэппи-милов на тему сериала «Друзья». Мы для начала заказали пока что 2. Надеюсь, нам не попадутся повторные фигурки. Ну и пока мы еще не открыли их, я вам покажу буквально 2 вещи. Во-первых, смотрите, какой очаровательный стаканчик для кофе с сиденьем, с диваном друзей, который у них был Central Park. И как они еще круто сделали новые соусы маринару Моники специально для вот такого выпуска. Что, давайте попробуем открыть. Я очень под большие впечатления. Мне очень давно хотела эти наборы. Я видела, что они выходили еще год назад в Испании. Люди писали, ждали, просили. И вот до нас они тоже доехали. Приехали из Италии. Потратили 2 часа на дорогу ради вот этого. Смотрите, вот у нас с вами первый набор. И я, кстати, думаю, что нам, наверное, попадется здесь Рэйчел, потому что она единственная нарисована в таком большом размере на этой коробочке. Давайте достанем еще вторую коробочку сразу, чтобы потом их открыть вместе. Я надеюсь, что во втором наборе у нас не Рэйчел. К сожалению, не было возможности выбора конкретного персонажа, как, например, он есть в Австралии. Я видела некоторые видео, где люди выбирали себе фигурку. Давайте посмотрим, кто же тут. Здесь у нас тоже Рэйчел. Возможно, мы попросим поменяться, если они действительно внутри одинаковые. Буду расковыривать эту наклейку. Хорошо, давайте откроем. Вставочка. Я практически уверена уже, что это Рэйчел. Так. Что же? Тяжелая, она тяжелая, и она такая немножко резиновая. Очень классно сделано, реально. Наверное, это похоже на фигурки Funko Pop. Кекарина! Кекарина! Прелесть. Мне очень нравится. Очень хорошенькая. На фоне швейцарских гор покажу вам фигурку, которая нам досталась при дневном освещении.
Как вы поняли, у нас таких две. Одну мы не стали открывать, но, к сожалению, поменять ее возможности уже нет. Сказали, что они фигурки не меняют. Сделана она у нас в Китае, 25-й год. Здесь у нас на подставочке написано тоже «Друзья». Ну давайте с вами вернемся к прогулке по Лугано. Сейчас мы идем вдоль одноименного озера, которое протянулось аж на целых 35 километров и находится в двух странах, в Италии и в Швейцарии. Максимальная глубина здесь около 300 метров, и летом можно купаться. Лугано считается самым безопасным городом Швейцарии, или, по крайней мере, одним из самых безопасных среди крупных городов. Здесь происходит меньше всего преступлений. И, наверное, такая атмосфера может способствовать размышлениям и работе. Ведь именно здесь часто бывали многие известные люди, среди которых также, например, Михаил Бакунин и, например, писатель Герман Гессе. Друзья, сейчас за нашими спинами находится еще один символ Лугано, ради которого сюда приезжают туристы. Это гора Сан-Сальваторе. Высота этой горы чуть больше 900 метров. И эту вершину может покорить каждый желающий. На нее некоторые смельчаки забираются пешком. Или также на ней можно побывать, доехав на фуникулере. Интересный факт. Поездка на вершину горы может обойтись вам дороже, чем билет от Милана до Лугано, поскольку билет на поезд час езды стоит примерно от 5 до 20 евро, а вот билет на фуникулер стоит уже чуть подороже, 35 франков. Но в нашу прошлую поездку сюда мы все-таки решили раскошелиться. Поднялись на Сан-Сальваторе на фуникулере. Поездка занимает всего 10 минут. И посмотрите, какой вид открывается. По-моему, слова просто излишни. Хотела узнать, что такое швейцарский супермаркет. Йогурты. Написано вообще стичину. Из кантона, где мы сейчас. Приключение по швейцарским магазинам закончилось тем, что мы купили упаковку молока. Наше достижение за сегодня. Вот такая поездка в Лугано у нас получилась. Спасибо большое, что вы были и посмотрели вместе с нами. А нам пора ехать домой. И вилками делает тык-дык. В целом все понятно. Чуть-чуть. Ладно, обрежь потом.